الحمد لله الحمد لله الحمد لله الذي جعل صلاة الجمعة من شعائر الإسلام وفرضها على أمة محمد عليه الصلاة والسلام لتكون الشاكر لمتضرر الآثام نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الذي تنزل جماله في دار السلام ونشهد أن سيدنا رسول مولانا محمد عبده ورسوله المبعوث بالدعوة إلى دار السلام صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأولاده وأزواجه وأتباعه وخلفائه الراشدين المهديين من بعده وذكر في هذه المصنف والأئمة خلفاء رسول الله التوقيت أمير المؤمنين حضرة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى بقية الصحابة والتابعين رضوان الله عليهم أجمعين. أيها الأمة الحاضرون اتقوا الله وأطيعوه إن الله مع الذين اتقوا المحسنون قال الله تعالى في محكم كتابه الكريم أستعيذ بالله بسم الله الرحمن الرحيم أي اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Уважаемые братья и сестры мусульмане, мир вам, милость Всевышнего Аллаха и его благословения. Вся хвала дает Аллаху, обладателю абсолютного величия и совершенства, а также высочайшего положения и несравнимой мощи. И силы, которой мы восхваляем, каемся и просим у него прощения. Ему одному принадлежит хвала, и только в его милости все блага и все возвращается к нему. Я свидетель, что нет божества, кроме одного Всевышнего Аллаха. Я свидетель, что пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, его раб и посланник, а также избранник и любимчик из всех творений Всевышнего Аллаха, который является самым лучшим примером в молитве, паломничестве и посте. Да пребудут с ним многочисленные приветствия и благословения Аллаха, а также над всеми теми, кто уверовал в Него. А что касается следующего, то я увещеваю вас, о люди, и напоминаю себе и вам о богобоязненности. По отношению к Всевышнему Создателю, Субханаху ва Тааля, пречистое имя Его воистину не подведет богобоязнь и в страх перед Аллахом, и не отчается тот, кто надеется на Него. Знаете, нет унижения тому, кого Всевышний Аллах возвеличит, и нет величия тому, кого Всевышний Аллах унизит. Уважаемые братья и сестры, вначале мы читали аят, в котором Всевышний говорит, это 5 сура, 3 аят, оставя «Аль-Ялма акмальту лакум динакум ва атмамту алейкум ни'мати ва радиту лакум аль-ислама дина». Сегодня я ради вас усовершенствовал вашу религию, довел до конца мою милость и к вам и одобрил для вас в качестве религии ислам. Так что Всевышний Аллах, Субхану ва Тааля, всегда, да, что есть понимание людей, что оценивают религию по определенным людям. Да, что Всевышний Аллах Субхану ва Тааля в Коране нам говорит, что довел нашу религию до совершенства, который объясняет, какой должен быть мусульманин, как он должен проживать свою жизнь и к чему стремиться. Всевышний Аллах Субхану ва Тааля не спаслал нам пророков, которые разъяснили нам книгу Всевышнего Создателя. Так как да, что есть определенные аяты, которые да, мы не можем сами своим умом понять, поэтому да, что Всевышний Субхану ва Тааля как учителя для уммы отправил нашего любимого пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям. Но для того, чтобы познать религию Всевышнего Создателя, для женщины и мужчины мусульмане является обязанностью получать знания. Только через знания мы познаем Всевышнего Аллаха, Его посланника и о том, как мы правильно должны жить. Поэтому даже когда человек начинает учиться, он четко не понимает, к чему он идет. Да? Свои препятствия, его цель является расплывчатой. Тогда что ликули шайин манин валин айни маванион. Для всего есть одна трудность, одна причина, которая даже может мешать. Вот для знаний появляется очень много трудностей и причин, которые что делать, не дают нам познавать, не дают нам усовершенствовать себя в знаниях. Так как да, что
цель человека расплывчата, потому что он ничего не знает о трудностях учения. Да, часто мы сталкиваемся с таким положением. Разговариваешь с человеком, человек говорит: я хочу научиться читать Коран. Я хочу познать книгу Всевышнего Аллаха, я хочу, вот, все, вот у меня есть намерение. Человек приходит, берет алифба, смотрит: ой, а как все сложно. Это я не так себе представлял, я думал, вот, быстро раз и научусь и буду читать. Что делает? Человек оставляет. Так как да, что представление его о знаниях изучения Корана было другим. И так вот, да, что в определенных других знаниях человек начинает открывать книгу или поступает в университет. Да, мы не говорим только о религиозных знаниях, мы говорим, что мусульманин должен быть преуспевающий во всем. Человек поступает в университет и заканчивает. Почему? Потому что понимание знания он представлял по-другому. Он не представлял те трудности, которые, да, что встретятся с ним. Много людей, которые начинают учиться по религиозному образованию. Я помню, когда мы начинали учиться, из России нас было 15 человек. Закончили только 2 человека. Да, в Турции, когда мы учили, закончили из 15 человек, 2 человека мы закончили. Остальные все бросили. Почему? Потому что понимание о трудности, понимаешь, какое знание было расплывчатым. И здесь всегда, что человек, дальше будем продолжать именно, понимание трудностей, кто является врагами человека в пути знаний. Поэтому человек, что делает, понемногу начинает идти к знаниям, да, сначала маленькими шагами, потом большими шагами. И поэтому, да, то, что он начинает узнавать, никогда не становилось тем, что он представлял или воображал. И поэтому он начинает пугаться. Что делает? На пути знаний человек начинает пугаться, у него начинает получать страх. Сомнение в том, что смогу ли я дальше пойти. Тут вмешивается васваса шайтана, который говорит: а зачем тебе это нужно? Намаз читать умеешь? Умеешь. Пару слов знаешь. И все, достаточно. Твоя обязанность что делать? Совершать пятикратную молитву? Пост держать? Да? Там, по возможности съездить в давать закят. Шахал ты в принципе читаешь каждый день. И что делает этот страх того, что человек не сможет пойти дальше, что делает? Его начинает опутывать. Поэтому, да, что учение всегда несет то, что мы от него ожидаем. И когда человек наталкивается на своего первого врага страх, о котором мы говорили, если человек, испугавшийся, оставит учение и побежит прочь, то он останется испуганным невеждой. Так как да, что из невежества человек выводит что? Знание. Когда человек познает, что такое адаб, что такое ахляк, элементарное, да, что вещи даже воспитания человека, они просто так не приходят, человек должен идти к этому. Но есть еще понимание, когда человек познает, узнает, и человек, когда живет тем, что он узнал, делает амаль. Это второй важный момент. И поэтому, да, что человек, будучи даже испуганным, если он не останавливается, идет дальше ради довольствия Всевышнего Аллаха, понимая, что Всевышний Аллах призывает нас к получению знаний, что Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, нас приучал и призывал к получению знаний, он начинает двигаться вперед. Тогда отступает первый его враг. Это страх. Когда человек начинает чувствовать уверенность в себе, он становится более уверенным. И поэтому, да, что если человек победил вот этот первый своего врага, страх, Всевышний Аллах, что делает? Открывает ему путь. Он ему помогает. Так когда что человек через знание пытается добиться довольствия Всевышнего Аллаха.
И поэтому тот человек, который получил страх, он становится свободным. Его чувства становятся свободными. Ему легче становится изучать, заниматься знаниями. Почему? Потому что человек приобретает ясность своих мыслей, которые рассеивают страх. Человек начинает осознавать, понимать, для чего он это делает, и к чему он должен прийти, и к чему придет по окончанию этого пути. И к этому времени человек знает свои желания и знает, как их удовлетворить. Тогда, что первое желание это что? Довольство Всевышнего Аллаха. Второе это следование правильно, следование пути, которые нам передал пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям. И третье это быть полезными для своей уммы. Три основных принципа, для чего человек, ясность, пока появляется ясность, что он должен осознавать, что он должен принимать в своем организме и это переваривать. И он может видеть, рассматривать новые шаги учения своем. Так как знания, они безграничны. Чем человек больше познает, тем человек больше начнет понимать, что он вообще ничего не знает. И этим, что когда он проявляет страх, становятся мысли его открыты, он видит, что знаний очень много, и есть к чему стремиться, к чему идти. И поэтому, что острость и ясность мысли отражает все. И в этом случае, что, смотря на те творения, познавая, что Всевышнего Аллаха, он понимает, осознает мощь Всевышнего Создателя. Через что? Через знание и понимание и ясность своих мыслей. И таким образом человек встречает своего второго врага. Это ясность мысли твоей, что делает, рассеивает страх, но также, что делает, ослепляет человека. Здесь, что человек, часто мы видим, встречаем человека, который не имеет определенного знания, именно что чему-то научился, и человек, когда себя возвысил тем, что он не считает себя, что он достаточно грамотен для того, чтобы учить человека. Все, здесь что делает? Он ослепляет его эти знания. Человек, попадая в заблуждение, когда к человеку приходят с вопросами, пусть это будет о религии, пусть это будет о светском каком-то знании, человек для того, чтобы себя не унизить, покажет, что он знающий, даже если он не знает, он начинает давать ответы. Знает он этого или не знает. Вот это что? Ослепляет его. И вот это знание, этап, что страх преодолел, но пришел ослеплению и пониманию, что вот это его дальше будет могущество, которое, что делает? Человека возвеличивает и дает ему причины, что он становится высокомерным. И вот это ослепление человека, что делает? Останавливает его идти дальше. Что делает? Это ослепление не дает человеку никогда не сомневаться в себе. Дает уверенность того, что человек прав во всем. И человек не воспринимает никакую критику. Он считает, только он прав, только он знает. И не воспринимает те явления, которые пытаются где-то его исправить. Если человек поддается этому минимуму могуществу, значит он побежден своим вторым врагом и будет топтаться на месте в учении. Он может стать непобедимым воином, но может также стать шутом, который что делает? Дальше не будет стремиться к чему? К познанию. Он будет считать, что для него это достаточно. И что делать этим вторым врагом? Он будет что? Побежден. Если он победит этого врага в этом месте, он будет знать, что могущество, за которым он так долго гонялся, наконец-то принадлежит ему. Его желание, что закон, он видит, что вокруг него творится, он начинает понимать, осознавать. Так когда вот эта слепота, которая с глаз, пелена его падает, человек начинает признавать то, что он познал и узнал, это всего ничего,
Есть к чему стремиться дальше, есть что определенно дальнейшее познание. И здесь я кого-то учить я еще не имею права, потому что я сам еще не на том уровне. Здесь натыкается человек на третьего своего врага, это могущество. Человек на этой стадии едва замечает этого врага. И поэтому то, что человек сам, не замечая этого, проигрывает этому врагу. Его враг превратил его в жестокого и капризного человека. Человек, не победивший этот этап, так и помирает, не узнав, как с ним бороться, как с ним общаться. Это мы говорим о высокомерии. Да, что человек, дошедший до определенного уровня знаний, всегда включается что высокомерие. Так как он считает себя во всем правым. Он считает себя самым ученым во всех тех или иных знаниях. И он не разбирается. Здесь он проигрывает, да, что путь в чем? Высокомерие. И поэтому, да, что вот этот этап, сила, да, лишь груз в его судьбе. Она является не этапом, который что делает, доведет человека до довольства Всевышнего Аллаха. Она является тем грузом, который что делает, потянет его наоборот вниз. К тому, что наоборот, что вызовет гнев Всевышнего Аллаха. Так как да, что человек переключился на тот момент, что он только обучает, а то, что сам знает, он этим не делает амаль, он не живет этим. Он видит только недостатки и ошибки в других людях, но в себе этого не замечает. Потому что это могущество его, на которое его возвеличило, что делать, не дает, не позволяет ему этого делать. Поэтому да, что человек непременно должен победить этого врага. Он должен прийти к пониманию, что сила, которую он покорил, в действительности никогда не принадлежит ему. Что нет, та сила, которой человек возвеличился, она никогда не принадлежит ему, не будет принадлежать. Так как все, да, что мы обретаем, это все от Всевышнего Аллаха Субхану ва Тааля. И в любой момент мы можем потерять это, свою статусность, свои знания. Да, что человек, Всевышний Аллах, раз и человек мачнул, дурак стал, ничего не соображает. Человек стал дураком. Есть такое, бывает, да, что часто видим ученых, у которых крыша едет. Почему? Потому что человек включил свою гордыню. Всевышний Аллах дал ему знание для того, чтобы он приносил пользу для своей религии. Человек начал использовать это во благо себя. Присутствовал несколько спектаклей, посещал. Именно часто там, что это, почему говорят, часто проходит это еще у религиозных деятелей. И вот будучи на одном спектакле, когда человек, имеющий определенное какое-то малое количество знаний, сегодня же есть сити-менеджеры. И вот этого человека, да, что в старые времена был сити-менеджер, который что делал? Ходил везде по деревне, там, говорил по городу, говорил, что вот он ученый, его молитва принимается, и люди все шли, ему несли все. Кто имуществом, кто деньгами, кто чем. Что делает Всевышний? Обманывая, да, людей знаниями. Поэтому да, что и пророк Мухаммад просил у Всевышнего Аллаха полезных знаний. Знания, которые что делают, приведут нас к довольству Всевышнего Аллаха. И в этот момент, да, что мы должны стремиться, что делать, победить вот этого врага, который, да, что дал нам могущество, да, о котором мы говорим. И поэтому, да, что если он сможет увидеть, что ясность мысли и сила без его контроля над собой хуже, чем ошибки, тогда он будет знать, когда и как использовать свои силы, и таким образом будет своего еще одного врага, это последний враг
Четвертый враг – это старость. Что делать? Четвертый враг человека – это старость. Это самый жестокий из всех врагов, потому что он приближается незаметно. Все задаются вопросом, почему старость может быть для человека врагом. Так потому что, да, что человек, дошедший до определенного уровня своих годов, он говорит, я в жизни так много сделал. И вообще у меня сегодня голова не работает, я сегодня уже постарел, мой организм не воспринимает, в моем организме нет сил молиться и изучать, поэтому я же вышел на пенсию, для меня достаточно. И человек что делает? Проигрывает своему четвертому врагу. Поэтому да, что если человек полностью поддается желанию лечь и забыться, если он убаюкивает себя усталости, то он проигрывает, да, эту битву. Этот враг свалит его. Слабое и старое существо. Его желание отступить пересилит всю его ясность мыслей, все его могущество и все его знания. Что делает вот это чувство жалости к себе, что пора отдыхать. Вот эту ясность мыслей, его знание и могущество, что делает? Побеждает. Но если человек разобьет свою усталость и проживет свою судьбу полностью, получая знания ради довольства Всевышнего Аллаха, он сможет называться человеком знаний. Что сделать ради довольства Аллаха, когда человек побеждает вот эту усталость, ставит себе цель и говорит себе, что пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, призывал нас изучать, получать знания от колыбели до могилы, тогда что делает? Он побеждает этого врага. И поэтому, да, что этот момент ясности, силы, знания уже достаточно, чтобы привести пользу для религии, для себя, для своей семьи. Поэтому, да, что сила зависит от того рода, какого рода знания ты владеешь и с каким намерением ты их получал. Мы говорили, что знания могут быть те, которые приведут нас к гневу Всевышнего Аллаха. И сила нам дает только те знания, которые что делают полезны для нас, для нашей религии, для нашего общества, для нашей страны. Поэтому, да, что Всевышний Аллах о достоинстве знаний говорил в Коране: «Астагфирулlah, шахид Аллаху аннаху ла иляха илля хуа валь малаикату ва улул илми каиман бил кист». Аллах извещает и разъясняет, что нет ничего, никого, кто достоин поклонения, кроме Него. И ангелы, просвещенные об этом, покорно соглашаются. И обладатели знаний, осведомленные о решениях Аллаха, тоже соглашаются покорно, будучи стойкими в этом. Да, смотрите, в этом аяте Всевышний Аллах, субхану ва тааля, в первую очередь начинает с себя. Второе, да, что ставит ангелов. И в третьем порядке устанавливает ученых, обладающих знаниями. Поэтому, да, что этого достаточно как доказательство степени знаний на пути Всевышнего Аллаха, субхану ва тааля. Также Всевышний говорит: «Ярфа'иллаху аллазина аману минкум валлазина утул илма дараджат». Возвышает Аллах тех из вас, которые уверовали, и тех, кому дано знание на разные степени. 58 сура, 11 аят. В другом аяте Всевышний говорит: «Куль халь ястави аллазина я'ламуна валлазина ла я'ламун». Разве сравнятся те, которые знают, и те, которые не знают? Что делает Всевышний Аллах? Дает сравнение людей, знающих и не знающих. Разве они могут быть одинаковы? Тем самым призывает нас, чтобы мы, да, стремились на пути Аллаха ради Его довольства увеличивать свои знания. Поэтому говорит, да, что сила зависит от того, какого рода наши знания.
ты владеешь. Поэтому, да, что какой смысл от знаний вещей, которые без пользы. Поэтому человек не должен стремиться получать знания, которые что делают, не приведут пользы ему ни в этой, ни в последующей жизни. Не заниматься пустыми знаниями, бесполезными знаниями, не тратить на это время. Поэтому, да, что и пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, в своей дуа просил у Всевышнего Аллаха полезных знаний. И поэтому, да, что ученичество может быть долгим и трудным, так нужно свести к минимуму все, что является необходимым. Человек должен осознавать, понимать, что для него необходимо, что принесет для него пользы, а что не принесет. И вот это вот понимание полезности, неполезности, что для него благо, что для него не является благом, только когда доходит человек до определенного уровня знаний, только здесь он может определять и не будет заниматься пустыми делами, которые будет что на пустое тратить время. Поэтому, да, что если Аллах желает кому-то добра, то дает ему понимание в религии и наставляет его на истинный путь. Хочу закончить свою проповедь одним дуа, аятами из Корана, который мы читаем каждый день. Астагфиру билля, Раббана атина фид дуня хасана ва фил ахирати хасана адабан нар. Господь наш, даруй нам в мирской жизни добро и в загробной жизни добро. Объясняет аят, добро в мирской жизни от дуня, это значит значение и поклонение Богу, ибада. А добро в загробной жизни это ахира, рай. Да, что знание в этой жизни, которое что делает после Всевышнего, говорит, второе, добро и благо, да, что является, которое через эти знания и понимание Всевышнего Аллаха приведет нас к добру, последующей вечной жизни, которая приведет нас к довольству Всевышнего Аллаха и краю. Одного мудреца спросили, что лучше всего приберечь. Он ответил, то, что если утонет, твой корабль всплывет с тобой вместе. То есть знание. Говорят, что под затопленным кораблем он имел в виду смерть тела. Так когда, что мы говорим, садака джария. Мы говорим, если человек научил другого человека какому-то благу, в религии, да, что, которое позволило этому человеку узнавать, познавать Всевышнего Аллаха, поклоняться Ему, и этот человек научил другого, значит что? Мы за это получаем саваб. И когда наше тело оказывается в могиле, нам саваб записывают за то, что мы подтолкнули к благу этого человека. Поэтому пусть Всевышний Аллах Субхану ва Тааля даст нам полезные знания, которые нас приблизят к Всевышнему Аллаху, те знания, которые доведут нас до удовольствия Всевышнего Аллаха. Пусть Всевышний Аллах уберегает наши сердца от высокомерия. Пусть не будет у нас те знания, которые что делать, подвергнут нас к этому высокомерию. Пусть Всевышний Аллах очистит наши сердца, пусть очистит наши тела от тех грехов, которые мы совершили между этими двух джума, от знания своего и незнания. Пусть Всевышний Аллах Субхану ва Тааля даст, как мы сегодня собрались в доме Всевышнего Аллаха, в этом прекрасном доме, также, чтобы мы вместе были Джанатуль Фирдаус, не видя наказания в могиле, не видя наказания в Ахрате. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. ألا إن أصحاب كلام الله الملك كما قال الله تعالى وتبارك في الكلام وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.